Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Сегодня мы будем шить с вами символ года тигренок. Он выполнен в технике тильда, как и все игрушки, которые я уже показывала у себя на канале. Сегодня тигренок. Вот такой у меня красивый. При этом вся одежда снимается, можно шить другую одежду. Здесь хвостик. Он умеет сидеть, у него поднимаются ручки. И все желающие создать такую красоту могут посмотреть мастер-класс и сшить себе что-то подобное. 2022 год. Кому нравится такая игрушка и вы хотите ее шить, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. Ну и, конечно же, смотрите видео дальше. Итак, начинаем шить тигренка, и как всегда с выкройки. Что касаемо моей выкройки. Выкройку я не делала, выкройку я скачала с интернета, набрала кукла Тильда, тигренок. И вот мне вышла выкройка, я ее распечатала таким образом, чтобы игрушка моя была сантиметров 30, чтобы она не совсем уж маленькая была. Итак, расскажу о детали. 2 ноги, то есть и поэтому 4 детали ноги. 4 детали руки, это туловище, 2 детали хвостик. И теперь здесь голова. Там все подписано, поэтому вам, я надеюсь, будет понятно. Нижняя часть головы, она будет вот здесь, под шейкой. Вот, это мордочка, это возле глаз и ушки. Вот таким образом будет собираться игрушка. И я вам сразу дам совет, что нужно не вырезать каждую деталь, а взять вот кусочек ткани, обвести деталь и строчить уже по этим деталям. Не забывать оставлять место для выворачивания. Это важно. На всех деталях, которые вы будете переснимать, там указано место, где нужно выворачивать. Точно так же я сделала вот все детали. И только сейчас я буду вырезать. Не забывайте прострачивать очень мелким стежком. Я еще по 2 раза прошлась, потому что после того, как вы будете набивать все эти тонкие детали синтепухом, синтепоном, ватой или чем вы захотите, чтобы швы не разошлись. Я сшила уже много игрушек, поэтому вот такая рекомендация. Я вырезаю все детали и рассекаю все изогнутые части тонкими ножничками до строчки, после чего все детали выворачиваю на лицо с помощью обычного колышка, и каждую деталь набиваю синтепухом. Степень набивания зависит от вашего желания. Это здесь уже ничем не могу вам помочь. Обратите внимание, что у ножек я оставила отверстие, хотя вот здесь есть отверстие. Сюда буду вшивать, стопы это называется, да, подошва. Вот сюда будет вшиваться подошва, и потом через вот это отверстие выворачиваться. Это такой маленький нюанс. Все остальное, я надеюсь, будет понятно. Все, я начинаю делать заготовку своей куклы, и уже на сборке, может быть, вот здесь на голове, где не очень может быть понятно, я остановлюсь подробнее. Итак, я собрала туловище. Очень все просто, как это делается. Сначала обтачивается, а потом вот эта выточка сшивается вот так. Желательно, чтобы все совпадало. Вывернула, и у нас осталось отверстие для того, чтобы набить. То же самое ручки, хвостик. Для вот этих подошв я использовала фетр. Я решила, что так будет лучше. Заменила. И для ушек тоже сделала одну сторону такую, одну такую. Поподробнее хочу остановиться на голове. Я ее сделала. Теперь здесь мне нужно прорезать дырочку, чтобы вывернуть, потому что по-другому никак не сделаешь. Это самая сложная часть.
Вот, и впоследствии тоже будет самая сложная часть. Значит, как это делается? Сначала стачиваются вот эти выточки, затем вот это, здесь будет носик, затем притачивается вот здесь по верху, потом стачивается вот эта выточка, а потом вот эта из фетра часть, вот эта беленькая, пришивается по кругу и вырезается и выворачивается через отверстие. Дырочку вот здесь посередине нужно будет сделать. Здесь будет прикрепляться голова, поэтому вот такая идея. Не сама придумала выкройку, а уже по ходу пьесы, там нет никакого описания, я уже думаю, как ее делать. Здесь будет носик, ориентир. Все. Значит, вот такая голова. Я разрезаю и выворачиваю на лицо. Получается вот это носик, это две выточки по бокам, это со стороны затылка. Вот, на лицо выворачиваем, обязательно все рассекаем, вырезаем излишки, выворачиваем на лицо, набиваем синтепухом. Синтепухом набила все детали. Вот здесь вот аккуратненько постаралась полупрозрачными нитками зашить. Тигр мой будет в одежде, поэтому если где-то что-то не очень аккуратно, этого видно не будет. Самое необычное здесь смотрится голова. Ручки, ножки, это так, как и везде. Они будут присоединяться на пуговички для того, чтобы они крутились. Вот, я так делала. Вы можете посмотреть у меня на канале. 4 видео по игрушкам есть. И теперь вот голова набита. Сшито, вот отверстие, через которое я выворачивала, набивала синтепухом. Вот синтепон или фалофайбер, что-то такого. Можно даже ватой набивать, неважно. И теперь нужно сформировать голову, пришить уши. Уши выглядят следующим образом. Вот, и краешки вот здесь подвернуты вовнутрь и тоже полупрозрачными нитками закреплены. Затем я намечу и пришью вот сюда уши. Но пока мой тигр похож на лося. Вот, и я принимаю решение. Значит, глазки будут из фетра. Вот маленькие глазки, черненькие. Вот здесь я прикреплю тоже полупрозрачными нитками или черными нитками. Неважно. И нужно сформировать головку. Вот каким образом? Нужно вот здесь вот под носик сюда и сюда, то есть сформировать вот такой бортик. Туда-сюда, туда-сюда и немножко поподтянуть. Затем вот так, как бы наживляя по шву. Пока я вот так сделаю, чтобы показать. На камеру я не буду показывать, расскажу, как смысл какой я буду делать. Вот так подтяну, чтобы собрать вот там, где будут глазки. И глазки потом будут как утопленные вовнутрь. Вот так. Значит, и что еще? И нос. Самое главное нос. Вырезала из фетра нос. Нос будет тоже вот здесь. Тоже пришит по краю. Потом я сделаю вот здесь вот. И вот здесь типа ротика. Ну, это вся техника куклы Тильды. Она похожая. Вот. И когда соберу голову, пришью ушки по бокам. Буду прикреплять голову к туловищу. Вот сюда тоже все потайными стежочками. На камеру делать это совершенно неудобно. Я на весу держу руки, чтобы показывать вам. Затем через пуговички пришивать буду вот так через пуговички 2 руки с одной и с другой стороны, так чтобы они перемещались. И точно так же ножки. Насквозь большой иглой туда-сюда, туда-сюда. Нитки должны быть очень прочные. На данном этапе я изготовила мордашку. Видите, туда-сюда, туда-сюда утопила эти черные точечки. Здесь от носика сделала ротик.
пришила ушки вот таким образом и пришила голову. Вот, и хвост. И теперь надо пришить ноги и нижние ноги и лапки. Для этого заправила длинную иголку. Вот, и теперь вот на этом месте ориентировочно вот так себе отмечаю, провожу сюда нитку, теперь назад. Как я уже говорила, буду делать на пуговицах. Мне нравится так. Можно и посадить игрушку. Она все-таки интерьерная больше. Теперь беру ножку. Здесь отмечаю себе. Сверху пуговица. Вот с этой стороны. И сюда. И назад. И нужно попасть в ту же самую точку ориентировочно. Вот. Так получается. Теперь еще делаю несколько движений. Нужно попасть в те же самые отверстия. Точно так же нужно пришить ручки. Не буду показывать. Это понятно. Сюда. Теперь эту ножку. Конечно, нужно делать все симметрично. На этом не останавливаюсь. Теперь пуговичку. Я беру прозрачные. Можно и меньше, больше, большого значения не имеет. Главное попадать в одну точку. Можно насквозь теперь это делать. И попадать еще раз в эту пуговицу. Не страшно. Вот. Иголочка должна быть подлиннее, чтобы захватить. Вывожу ее сюда, под ножку, натягиваю, и нужно вокруг ноги несколько виточков сделать. Также можно сделать несколько виточков с этой стороны. Вот. Если вы не уверены, сделайте еще раз. Вот так у нас получается. Он даже стоять будет. Наш символ года. На олененка он как-то похож, мне кажется. Но еще будут полосочки тигриные. Я буду рисовать. Поэтому пока так. Вот. Ну, естественно, ниточку еще раз закрепляю. Сейчас отрежу, закреплю и еще раз на всякий случай обмотаю с этой стороны ножку и с этой стороны ножку, как пуговицы пришиваем. Ну и ручки аналогично. Ну вот, тигренок мой готов, смотрите. И с помощью фломастера, обычного маркера, я нарисовала полосочки. Все остальное будет под одеждой. Ну вот голова вот так выглядит. Хвостик будет виден, поэтому он более яркий. Но это все очень индивидуально, как вы захотите. Я сделала так. Вот. И, конечно, я уже из флиса сделала штаники. Сейчас мы их будем мерить. Шила я их на машинке. Там, где не смогла подлезть вручную. То есть, как получалось. Сюда вдела шнурочек. Технологию соблюла. Вот. И моделирование тоже. С задней половинки брюк она больше, как и у человеческих. Сейчас я вам покажу. Вот одеваем штаники. Вот. И теперь хвостик вот вытаскиваем. Затягиваем штаники. Вот смотрите, как получается. Видите? Здесь сверху затягиваем и веревочку прячем. Можно на резиночке. Здесь как угодно. Шнурочек прячу. Вот так выглядят брючки. Штаники. Вот так. И теперь одеваем
свитшот. Вышила здесь 20-21. Воротник стоечек. Стоечка 2 раза подвернула. Рукавчики тоже 2 раза подвернула. Цельнокройная. Плечевого шва нет. Сзади шличка для того, чтобы хвостик выходил сюда. Вот и одеваем. Одевается он через голову. Вроде бы пролазит голова, поэтому не стала я делать разъемные на пуговицах. И теперь засовываем ручки. Вот когда собираешь куклу на пуговички, очень удобно потом ее одевать. Ну или нужно делать не съемную одежду, а хотелось съемную, мало ли. Можно потом другую сшить и одеть. 21 год, например. Вернее, 23-й. Ну, уже будет не тигр, правда, но все равно. Люблю съемную одежду. Значит, одеваем, натягиваем. Так. Вот что получается. И хвостик не мешает одежде. И ножки и ручки заворачиваются. Ну, конечно, все остальное можно поправить. Есть у меня еще идея шить жилетку, шарфик, еще что-нибудь. И вполне возможно, что я это сделаю. Мне очень нравится то, что у меня получилось. Смотрите, какая красота. Если вам тоже нравится, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. И всем творческих успехов! Творите!